Буренки двигают неспешно по встречной полосе. Конечно, это нарушение. Пристраивается без поворотника. Классический тоннель с водопадом. Дорога здесь несколько портится. Не знаю, как тут можно проехать. Попробуем. Асфальта уже нет. Дальше горы, впереди граница с Россией. Небольшой спуск. Так, друзья, мы приехали в одну из самых северных точек Грузии. Это находится тут неподалеку поселок Шови. Вот так это примерно выглядит. А это мост в деревню. Где-то там за горами уже граница с Россией, а справа граница с Южной Осетией. Тут якобы даже дорога есть, даже несколько дорог. Дорога выглядит так, дорога очень красивая, на каждом шагу останавливаемся. Постоянно все потрясающе, виды шикарные. Там Сванетия. Дорожка в Сванетию. Все-таки решили мы спуститься вниз, раз уже приехали. Посмотреть самый крайний поселок Темрешо, который находится в тупике. После него в Сванетию можно добраться только пешком. Нашли парковку. Так, друзья, мы нашли парковку. Тут кто-то припарковал свою телегу. Очень красивая телега. Впереди речка. Речка очень кстати, потому что на горе я подскользнулся в коровьем дерьме. У меня такое ощущение, что до Сванетии можно вот туда добраться и на машине. Дороги какие-то... Ну, это сложно назвать дорогами, но, возможно, есть направление, пригодное для автомобильного транспорта. Сегодня, друзья, очень жарко. Жара, ну, оценочно на под 30 градусов. Ну, по крайней мере, на солнце обгораешь даже. Тут холодная речка. Как же нам тут пройти? Вода глубокая. Так, отлично. А это, друзья, знаменитая река Риони. Мы очень хотим добраться в Сванетию, которая находится прямо за моей спиной, но придется заезжать туда по хорошей дороге с другой стороны вообще. Но это будет попозже. В Грузии мы находимся уже 1,5 месяца и очень хочется на море. Следующая наша остановка будет в Батуми. Центр поселка, магазин и отель. Покатались мы немного по этому поселку и поняли, в чем смысл. В центре есть отель и магазин. И тут даже встречаются туристы. На самом деле, друзья, все просто. Из этого поселка идет тропинка в сторону Они через горы. Сначала путь легкий, потом посложнее. На самой горе он очень сложный. Маршрут пролегает туда. Это, конечно, была бы шикарная прогулка, но мы не готовы к этому. Это прогулка дня на 2 с ночевкой в горных домиках. Но мы сегодня хотели немного в горах прогуляться, без экстрима. Так, все, ребята, вроде собрались. Да. Спасибо. Еще раз спасибо. Да ничего, нормально, все хорошо. До свидания. Погнали. Мы же выезжаем из Они сейчас, а Они это столица еврейских иммигрантов, можно так сказать. Блин, коровы. Едем по военно-осетинской дороге. Дорога эта очень активно использовалась в годы войны, и выглядит она так. И сейчас мы едем в сторону Кутаиси по этой дороге. Охренеть. Нависающие скалы. Коровы. Никогда не знаешь, что и где интересного тебя ожидает. Здесь сразу после тоннеля оказалась плотина и озеро. Дамба. Но река все-таки нашла себе новый путь в обход дамбы. Путь через скалу. Вот это водопад. С одной стороны водохранилище. А с другой маленькая речушка. Батон. Ну всего 2 километра, да, тут все близко. Только надо заехать на самую гору, да, штурмануть. И там бассейн. Ой, достопримечательность следующая, к которой мы сейчас пойдем.
Местные жители говорят, что по этой дороге ходит маршрутка. Это, конечно. Ну что, едем дальше, попробуем на машине забраться. С ума сойти, здесь на горе прям живут еще люди. Мы поднялись на несколько сотен метров по очень плохой дороге. И тут деревня. Добрались мы все-таки до этого бассейна. На вершине горы, в самом неприметном месте. Огромный бассейн внизу, вот там. Да, наверное, сюда приезжают часов в 6 утра. Потому что сейчас, конечно, людей побольше. Дорога, в принципе, хорошая и вполне проходимая для поездки на любой машине. Но она немножечко стрёмная, потому что она узкая. Вниз ехать гораздо легче, чем вверх. Почему-то на спуске некоторые туристы предпочитают выйти из машины и прогуляться пешком. Видимо, чтобы на машине было полегче ехать. Казалось бы, наоборот, чем больше массы, тем лучше машина едет вниз. Конечно, объедь, пока не догонит. Странно, опытный водитель, мужчина. Хотя что это за сексизм? Если он мужчина с бородой, почему он опытный сразу? Вон как она бегает. А не на этой ли части мы с тобой застревали? Нет, там был другой поворот. Нам надо спуститься, ребят, вот туда вот, вниз. У меня палец не дотягивается. Вот туда вот на эту вот дорогу туда. Мне интересно, все грузины так водят или только эти экземпляры попались неудачные? А то, как всегда, москвичи их уделали обе машинки. Ой, 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 москвичи разваливаются на ходу. Паника, сос. Все, выезжаем на хорошую дорогу. Конечно, нам просто не имется. Увидев какое-то интересное место вроде водопада, мы прямо туда несемся по дороге. Вы только посмотрите на это. Внезапно. Офигеть, офигеть. Иногда вот так едешь по дороге и видишь на карте, что рядом водопад. Вот здесь он заканчивается. Не думаешь, заезжать, не заезжать? На одной карте есть, на Maps.me есть, на Гугле, на Яндексе нет. Ну, думаешь, наверное, маленький фиговый водопад. И мы долго решались, ехать вверх или не ехать, тем более дорога, она такая каменистая, не очень. Но то, что мы увидели сверху, ну это фееричный, огромный водопад. Наверное, самый клевый вообще, который я только видел. Очень понравилось.